Что такое современная камера с рук, которая снимает 1/8? Таких камер практически не существует. Одни из ключевых особенностей тех свойств, которые говорят о надежности камеры, то есть о тех свойствах, которые позволяют вам снять кадр в сложных условиях. В условиях зимы, в условиях сильной жары, в условиях большой влажности и дождь и снег осадки. Итак, друзья, привет, с вами Фавионыч. И сегодня я отправляюсь в место, где можно испытать еще раз мое мундирование. Это место, где всегда ветер. Это Васильевский остров. И мы пойдем в сторону. Сегодня очень пасмурная погода. Сыпется то ли дождь, то ли снег. Но все на грани нуля. И это время очень интересно для стрит-фотографий. Можно, конечно, включить VPS-режим, о котором я записывал видео. Я уже рассказывал, что когда построили эту станцию беговая, которая открылась, мы были в недоумении, какой же все-таки веткой она будет соединена. И когда ее соединили с веткой на Васильевском острове, которая идет, и в том числе на правобережную, поначалу я думал, что в принципе мне это не нужно. И большинство людей также согласились. Но моя статистика говорит об обратном, друзья, что из Приморского района, чтобы попасть, например, на правый берег, это нужно, это неудобно, собственно говоря, и дольше. Особенно Васильевский остров, он стоит отдельно, стоит на Финском заливе, поэтому туда попасть это еще дольше получалось. Теперь же от беговой, собственно говоря, это 1, 2, 3 станции, вы все уже на Ваське в центре. Еще один очень интересный момент, который я хочу с вами, друзья, сегодня обсудить, это то, что Сергей, который участвовал в съемках в Москве, который тоже является поклонником пленочных камер, он тут высказал такую идею по поводу того, что не хочу брать дорогую пленочную камеру, мочить ее в дождь там или еще как-то. На что я был, честно говоря, очень удивлен, поскольку Сергей из более молодого поколения, чем я. Но, наверное, он не в курсе, что как раз пленочные камеры, они отличаются надежностью от обычных цифровых именно эксплуатационными характеристиками долбочесы. Как раз в экстремальных условиях, снег, лед, очень высокие, низкие температуры. Я уже рассказывал про камеру смена символ, которая была на Эвересте, и минус 45 снимала без смазки. Так вот, друзья, те, кто еще не в курсе, эти камеры можно таскать и в дождь, и в снег, с ними ничего не будет вообще, в отличие от цифровых. Да, друзья, вы помните, к чему я все это говорю по поводу ветра, по поводу камер? Вы помните мой недавний выход на съемку с дрона, где я делал арт в Лахте с дрона. Там было минус 15 градусов, где телефон у меня замерз буквально там через 2 минуты, как я его подсоединил к дрону. Тот же выпуск или выпуск прошлого года, где я делал. Вы помните, что Сигма моя замерзла даже при температуре около 5 градусов, как только я вышел на сильно продуваемое пространство. То есть сильный ветер и все. Аккумулятор можно, конечно, убрать его под куртку, но вы знаете, что замерзает смазка в приводе объектива. Дальше. Мало кто знает, что замерзает смазка в затворах. И даже аналоговые камеры качественные, они как раз отличаются. Те, которые могут снимать на морозе на сильном, и которые нет. В преддверии нового 22 года, друзья, я каждый год стараюсь себе сделать подарок в лице, зафиксировать какой-то результат и приобрести новый инструмент. Каждый год я это делаю. В этом году таких инструментов несколько, в том числе и веб-камеры, про которые я говорил. Но это была просто распаковка, друзья, по поводу критики, по поводу звука. Потому что звук не очень хороший, я еще не занимался настройкой звука, поэтому к этому все придем. Так вот, друзья, муки выбора аналоговых камер, которые испытывает и Сергей, и другие пользователи, кто смотрит мой канал, или кто не смотрит, или кто хочет купить не в качестве фетиша аналоговую пленочную камеру, а чувствует, что это требование времени, и это не просто тренд, а это действительно необходимость нашего перехода, то есть той сути, которая сейчас у нас происходит. Что же за инструмент, вы скажете, в этом году, который Фавионыч вновь для себя откроет? Этот инструмент я искал достаточно долго, поскольку вы знаете мое пристрастие к камерам, которые довоенные, до Второй мировой войны, с объективом без просветления. Знаете, то, что я люблю и средний формат. Я снимал и роллифлексом, ролликордом, велтой,
цейсами различными, ну и прочее, прочее. Так вот, попробовав, конечно, этот формат, достаточно сложно себя уговорить вернуться опять к 35-миллиметровой кинопленке, так называемой. Это же все кинопленочные. Но именно они, друзья, эти камеры, которые вышли в 30-х годах и сделали популярным фотографию как таковую. И та камера, которая в ближайшее время, я надеюсь, у меня появится, если все получится, она как раз является одним из пионеров, одной из камер, которая изменила весь рынок стрит-фотографии не только в Европе, но и во всем мире. Почему? Я расскажу вам более подробно, когда она у меня будет в руках. Но, забегая вперед, скажу, что еще одним признаком, кроме центрального затвора, который необходим для таких камер, который является самым быстрым в мире и самым равномерным затвором, является еще одно очень важное условие. Итак, мы рассмотрели с вами одни из ключевых особенностей, тех свойств, которые говорят о надежности камеры, то есть о тех свойствах, которые позволяют вам снять кадр в сложных условиях, в условиях зимы, в условиях сильной жары, в условиях большой влажности и дождь и снег, осадки. Мы рассмотрели варианты замерзания затвора, замерзания объективов. Ну, про замерзание матрицы вы все прекрасно знаете. Я неоднократно демонстрировал, как это происходит. У меня это сначала полоски появляются, потом матрица меняет свои свойства, и какой-то свет становится или розовым, и красным. Но есть еще один важный аспект, который отвечает как за качество современных камер, в том числе и пленочных, так и за надежность. Задумывались ли, друзья, когда-нибудь, как фокусируются современные объективы в этих камерах? Такой вопрос, может быть, для вас кажется. Ну, как объектив? Кольцо поворачиваешь и крутится, да? Или рычажок дергаешь, а что там внутри происходит, как в автомобиле, никто не знает. Ну, это важная часть, о которой я вам расскажу. Так вот, друзья, современные объективы фокусируются, как правило, передней линзой. То есть двигается передняя часть объектива. Объектив состоит из нескольких линз, из множества линз, часть из них, которые могут быть склеены, и так и есть склеенные. Ну, и вы видите, что даже в пленочных объективах 30-х, 40-х годов, я, например, показывал Велту, где передняя линза двигается отдельно от остальных. Зачем это сделано? Сделано это для того, друзья, чтобы камера как таковая не меняла своих габаритов и размеров. Вот для чего это сделано, чтобы зафиксировать тубус объектива, и, собственно говоря, камера не была больше или меньше. Но так было не всегда. Если вы знакомы с профессором Савельевым, если вы читали его книжки или смотрели его хотя бы выпуски про форматные камеры, если вы смотрели мои выпуски, где я рассказывал о форматных камерах в том числе, и показывал вам, как фокусируется в других камерах, то вы обратите внимание, что, например, самые лучшие объективы, которые делает компания Schneider, или вторая компания Rodenstock, они фокусируются целиком движением всего объектива. Для этого и нужен мех, для этого нужны направляющие, точная механика. В старых камерах старинных 19 века это то же самое. Камера меняет свои размеры, увеличивается или уменьшается при фокусировке в том числе, не только при изменении объектива. И как вы думаете, друзья, существовали ли такие камеры, которые фокусировались так же, как самые дорогие современные камеры, в том числе пленочные, целиком движением объектива? Да, друзья, такими камеры были, даже 35-миллиметровые. Но это одни из самых интересных, из самых необычных и дорогих камер даже для того времени. Прочитал олимпийские одежды. Олимпийские одежды. На чем мы остановились с вами, друзья? Да, на объективе. Так вот, всем известной схема Tessar, которая была придумана очень много лет назад,
почти 100 главенствовала. И до появления этой системы, где появилась дополнительная склейка, объектив имеет достаточно мягкий рисунок, такой красивый, приятный. Но требовалась более светосильная оптика и более резкая. И в эту борьбу включились, в первую очередь, конечно, Карл Zeiss, который сделал и создал этот легендарный объектив Tessar, который до сих пор выпускается в компании Zeiss. Но мало кто знает, друзья, что в ответ на Tessar один из разработчиков, который тоже жил в Германии, ему была поставлена задача совершенно уникальная. Он хотел сделать фотоаппараты, чтобы можно было их носить с собой и снимать в любое время суток, не только в яркое солнце. Ёпа, красота. Как здесь сколько. Так вот, друзья, Tessar, который имел на тот момент чувствительность, хотел светосилу 3,5, и в той камере, которую я снимал, Rolleicord, Rolleiflex, другие камеры, вы видели, что максимальная светосила этих объективов была 3,5. Вы скажете, как же так? Навар 2,8. Навар — это другой объектив. Это все-таки объектив по другой схеме, который имеет больше отношения к триплету Кука. И, соответственно, менее резкий объектив, в отличие от Tessar. Зачем все эти игры, скажете вы? Все же просто. Сделал больше длинную выдержку. Или чувствительность побольше поставил. Ну, друзья, вы забывайте, что мы говорим о камерах, которые снимают на пленку. Если вы смотрели мои выпуски в туннеле про съемку Rolleicord, где я в туннеле снимал, вы видели, что выдержка была 1/8 секунды, в некоторых случаях даже половина. Что такое современная камера с рук, которая снимает 1/8? Таких камер практически не существует зеркальных. Вы знаете, я об этом постоянно говорю. Поэтому начинается все в стрите, друзья, не в пейзажной фотографии со штатива, а в стрите, о котором мы сегодня говорим, с резкого изображения. Откуда оно берется? Оно может взяться только оттуда. Правильно, взяться оно может только в том случае, если затвор резкий. Резкие затворы, которые мало встречаются, это, конечно, центральные затворы, которые в этой камере есть. А вот она и станция беговая. Приморская, беговая, нам сюда, на Приморскую. Я ошибся, друзья. Одна всего станция. Зенит проехали мимо. И все, мы уже на Ваське до Приморской. Место, конечно, уникальное. Я здесь в 80-е годы. И вот это здание, которое на противоположной стороне, огромный универмаг. Я там снимал арт, который многим очень пришелся по вкусу. И плюс его до сих пор забирают в разные группы. Действительно абсолютно уникальное место. Это длинный дом. С двух сторон они идут, универмаги. Я помню, меня ребенком сюда возили еще в 80-х. Длиннейший коридор. Совершенно длиннейший. Там банк. Но нам сегодня не в эту сторону. Мы сегодня пойдем в другое место совсем. Ближе к заливу скал. Ну да, и залив с той стороны. Так вот, друзья, мы прервались. Задача этого человека была сделать камеру, во-первых, светосильную для стрит-фотографии. Во-вторых, резкую, такую же, как Tessar. Это был его ответ команде и человеку, который создал Tessar. Я укажу, как звали этого человека, когда это произошло, чтобы вы понимали, это 30-е годы. Это начало 30-х годов, самый расцвет науки, техники, в разных областях знания были совершенно грандиозные открытия, в том числе и разработки оптики. Я уж скажи уже, Фрюныч, не томи, как называется. Объектив, который он создал, называется... Там очень много историй, почему такое название, почему, но это ксенон, друзья. Ксенон обычно ассоциируется с вывесками, с газом, да, который светится.
Не путайте с Ксенаром. Ксенар – это аналог Тесара. А Ксенон – это совсем другая схема, отличная от Тесара, и она более светосильная. Светосила Ксенона, даже того, который мы сегодня скоро увидим, светосила 2. И это была революция. Всего одна ступень, друзья, вы скажете. И какая революция? Да, друзья, всего одна ступень позволяет сократить вам выдержку ровно на 1 ступень, на ту выдержку, которая позволяет резко снимать этими камерами. Именно так и произошло. Сейчас для многих не новинка, имеет объективы там 1.2, 1.4, даже у кого много денег 0.95 покупает легендарный объектив, которым снимал Кубрик. Ну а тогда 2 это было достижение. Именно для такой резкой оптики. Я уж подумал, очередь на вакцинацию. Нет, друзья, это люди платят за ЖКХ. Очереди уже стоят. Вообще какой-то жуть. Я, кстати, вчера в комплексе был в торговом, в Окей. И там очередь, думал, к кассам, к автоматам, что ли. Нет. Это очередь на оплату ЖКХ. Петроэлектросбыт. Представляете, люди еще до сих пор ходят туда ставить в очереди. Удивляюсь. Ну что, друзья, вот смотрите, большой огромный карман. Я его расстегиваю. Внутри 2 мэша, 2 пакета, в которых я помещаю зарядник со свистом. Туда же поместится любая камера, не только стрит. Ну и в данный момент у меня еще заряжается здесь телефон. Места достаточно даже для небольшой зеркальной камеры или беззеркальной, которыми сейчас люди пользуются. Поэтому функционал, друзья, это удобство. Кстати, я записывал на этой станции, на Приморской, не одно видео. В том числе и зимой мы ходили, снимали. Помните, жарким летом я сюда приходил, часть записывал каких-то интересных вещей. В дождь я снимал. Зеленое все было. И ветер мы снимали. Еще одна интересная вещь, друзья. Камера, на которой я записываю, она с этих краев. Я здесь встречался с человеком, который живет на этой станции. Поэтому уже сколько лет прошло. Я даже не помню, когда это было. Ну, как, наверное, канал создался, может, чуть попозже. Ну, года 2-то точно прошло, может быть, больше даже. Наверное, 2 года, может быть, 3. Так что камера до сих пор работает. Вы еще говорите о победе цифровиков, о карточной системе, там, о электронных деньгах, друзья. Вот вам показатель очередь. Это кэш, друзья. Now. Ребенок с елками на фоне голубых елей, да? Это символично, да, друзья? Елки разных цветов в елке. Да, и, кстати, я же эту табличку снимал с вами, друзья. Яблоневый сад во дворе этого дома заложен в 1953 году учениками школы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас идет дождь, друзья. У меня уже намокли рукава. В куртке было написано, что она защита от влаги. Заодно проверим, насколько она мокнет. Я принципиально сегодня книр с собой не брал. Будем испытывать его в самых строгих вариантах. Смотрите, какие интересные вывески. Рыбная лавка, рыба. Я к чему это говорю, друзья? Когда вы занимаетесь стритом, очень важно найти правильный фон. Кроме удачного снимка самого объекта, фон как бы является контекстом, поэтому это чрезвычайно важно найти интересный фон. И многие мои арт-сюжеты, они сделаны именно таким образом. Я сначала искал очень необычный фон, а потом просто ждал, когда зайдет. Ну, смотрите про это мои выпуски о моих принципах пейзажной фотографии, стрит-фотографии, и все поймете. Ну, школа фотографии в Фавиновиче работает. Ну, вот так, друзья, вот поедешь навстречу по тематике, в результате найдешь родственную душу, друзья. И так и я пошел и нашел человека, который тоже занимается хай-фаем, хай-эндом и акустикой. Это, конечно, да, удивительно. Что говорится, я в совпадение не верю 6 лет, поэтому, друзья, полезное знакомство всегда. Кто, кстати, не знает, что все, что касается серьезного, хорошего звука, музыкальных систем, это к Фавионычу тоже. Это что-то новое. Ну что, друзья, раз уж фонари зажглись, давайте попробуем в VPS камеру перейти и снять пару каких-нибудь стрит-фотографий. Что я поставил? Чтобы перейти в VPS, нужно поставить черно-белый режим, качество low и чувствительность ставите. Я ставлю 800 по тесту. В принципе, можно в 1000, но давайте 800 оставим.
сделать, чтобы что-то действительно интересное и превратить обычный стрит в какое-то действо, нужно движение, вы знаете. Ну, такое движение фотограф всегда найдет. Еще один аспект, друзья, о котором я забыл вам сказать, это фокусировка. Вот сейчас потемнело, и моя камера уже очень медленно фокусируется. И даже если вы снимаете совершенной камерой с гибридным автофокусом, контраст или еще что-то, какие башни здесь, все напичкано сотой. Механические пленочные камеры, вы ставите конкретное фокусное расстояние, быстро фокусируете. И самое быстрое, как вы думаете, какие из механических? Какая быстрая фокусировка? По зеркалу? Нет, друзья. По зеркалу вы не сможете, даже если откроете объектив, потому что будет темно. Циклопы? Нет, друзья. Циклопы тоже. Они идут через стекло, поэтому в них ничего не видно. Самые яркие фокусировочные камеры, друзья, это дальномеры. Так, и в итоге что у нас получается, друзья? Что выходит? Рамка, да? Рамка дальномера. Мы должны найти камеру 35 миллиметров кинопленка для экономичной съемки, чтобы это было недорого. Дальше. Камера должна фокусироваться подвижным полностью объективом. Это должен быть светосильный объектив. Это должна быть быстрая фокусировка. Это должен быть центральный затвор. И еще самое главное, что это все должно быть дальномерным. В результате поиск настолько суживается, что вы обнаруживаете, что в этом сегменте, о котором я вам сказал, существует буквально несколько камер всего в мире.